И когда я был еще в лагере у Гитлера, там же тоже рассказывали, что в России происходит, какая жизнь в России, и что там, что это за лагеря. Вот. Это же все было уже известно. Что вы рветесь в Москву? Вы же знаете, что Москву вы не увидите, а вас ждет Сибирь. То есть это за рубежом уже это было все. А для меня было как-то, это меня не пугало. Но я для себя говорил, что, ну я же ведь, говоришь, ну что, был в плену, хорошо, я согласен нести какую-то, ну, кару, что ли, какую-то, что вот оказаться в плену, так? Вот. Но я никаких не в рабочих командах у немцев не было, какой-то этот литовец был, так? Пускай как-то накажут меня. Ну, я готов нести за это ответственность, так я рассуждал. Вот. И вот начинает меня один такой майор Федоров, значит, меня так спрашивать, как, что, как там у американцев там были, 30-е, что вы там делали, как, что. Я сам добровольно вернулся, я об этом мечтал. Я все это время, пока я там был 2 месяца в американской зоне, я, значит, мечтал и все ждал, когда, значит, можно будет вернуться к себе, к своим. Вот. Сказки не рассказывай. Ты за кого нас считаешь? За дураков, что ли? Таких дураков нет, которые бы из американской зоны добровольно вернулись и под ребра начали давать это. Майор любил, его любимый прием, вот такой, ладонью бить между ребер. А это очень, очень больно, это больше всего я боялся. Когда там дверью зажимали, пальцы дверью зажимали. То вот вам, пожалуйста, палец, где есть вот, осталось, рубец остался, он уже зарос, зашился, постепенно, видимо, они, значит, наверное, уже когда активно, может, так, со злостью или что, может быть, так дернули, и палец лопнула шкура. И я еще увидел, так как прямо белая кость торчит, так. Потом приглашают меня уже опять в кабинет правосудия. И обвинение сначала зачитали, а потом зачитывают сам приговор. Значит, вот суд вас приговаривает 25 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. И я засмеялся. Чего вы смеетесь? Чего это вы? Как бы я издеваюсь над ними, так? Я говорю, ну, мне как-то смешно, неужели, говорю, это на самом деле может быть 25 лет лагерей. Видимо, мои как-то нервы немножко сработали как-то в другом ракурсе немножко, так? Вот. Когда в машину сели, таким путем, так, погода была чудесная, солнечная, чистое небо, ни одного облачка, так? Все. И я так сижу и так думаю, Боже мой, как прекрасен этот мир. Когда, значит, ходил свободно, это что же, это все время бывает. Но я этого не замечал. Как все же ценно, как дорого быть на свободе. Прибыли в Красноярск, но мы прибыли, закончилось судоходство по Енисею. Поэтому стало понятным, что нам придется зимовать в Красноярске. И поэтому нас переправили уже обычным путем, пешком, конечно, в Красноярскую пересыльную тюрьму. Но это уже была тоже какая-то своеобразная тюрьма. Тут не было больших каменных там зданий или даже больших строений каких-то, как обычно в городах предыдущих. А здесь уже были
бараки. А нас там было так, сколько? 5 человек. Вот. И люди, которые все прошли плен, которые были в плену. Я понимал, что это все уже какая-то дружная команда. Он тоже, значит, этот Коротовский, начал со мной так откровенничать. И он, в конце концов, раскрылся передо мной, что и у нас в стране существует подпольная организация, политическая, вот, которая, значит, там ставит своей целью освобождение нашей страны, России, от большевистского насилия. Есть такая группа этих членов такой по партии, есть и у нас в нашем лагере, в нашей пересылке. То есть он прямо явно намекал на себя и вот на этих офицеров, которые были вместе. Тогда мне все уже сразу стало ясно. Как-то меня они приняли в свой колхоз. Да, Демократическая партия России. Вот. И этот Коротовский всегда говорил, что это есть и на свободе. Вот. Ну и вот в лагере, то есть практически по всей стране это распространяется. Была написана клятва, вот, что я дал согласие, что я готов вступить с вами в ваш союз, в вашу дружную команду. Прежде чем эту бумажку сжечь, я сделал себе царапину на левой руке и этой кровью скрепил эту клятву. После этого Коротовский взял это и сжег. Первым моим поручением партийным было это переписывать письма. Смысл и цель одна и та же, общая цель. Освобождение России от коммунистического насилия. Потому что коммунизм пришел в Россию нелегитимно. Его сюда, он пришел сюда, значит, ложным путем, что-то обычно так это разъяснялось между собой, за немецкие деньги в 1917 году, так, вот. И, значит, главным этим вдохновителем является Ульянов Ленин. Каждое письмо имело какой-то адрес, так? А эти адреса тоже так, кто что помнил. И я, скажем, там, если помнил каких-то знакомых, как что, кто давал адрес, так туда писались, другие давали другие адреса, так? То есть это как бы распространялось довольно широко. Ну и еще цель была, что, значит, практически у всех этих ребят было 25, ну, что это так не будет, будет по-другому, вот, что все же народ, как говорится, сможет отстоять свою свободу, вот. Поэтому нужно стараться выходить на свободу. Побеги. А выйдя на свободу, проводить уже соответствующую политическую деятельность. К весне уже дело было так. Вот. И мы готовились, что, значит, тоже вот, скоро нас тоже повезут в барже по Енисею, вниз по Енисею. И все сидят там в трюме. Вот. Прошло буквально там несколько дней, когда опять Коротовский мне сказал, что принято решение прорезать борт баржи. Это, конечно, нужно побег такой делать в ночное время. Это уже абсолютно ясно, так? Вот. Только тогда можно
незаметно как-то баржа пойдет дальше, а ты отстанешь, и потом где-то, значит, там будешь уже тогда добираться до берега. Я пришел в ужас. А это был Енисей, а Енисей там уже устье широкий, вот, наверное, и глубокий. Стоило ли ради того, чтобы выйти на свободу, утонуть где-нибудь в бурной реке Енисей, так? А каждый день 2 раза, утром и вечером, ходили с молотками, перегоняли из баржи в один конец, потом в другой конец, везде простукивали, проверяли. И вот уже прошло время, я тоже был в этих резчиках. Вот. Нужно было руку обматывать тряпками хорошо. Вот. И уже я сам хорошо видел, что уже просвечивает полоса света. Значит, теперь надо будет еще сделать в этом бруске, надо сделать еще 2-й рез, потом это выдавить, и, пожалуйста, кто хочет, прыгай в воду. Вдруг тревога, попытка побега. Где-то эти простукивающие подняли тревогу. Вот. Ну, нашли, конечно, этот самый прорез, начали проверять руки. У кого мозоли на руках. Вот. Я помню, когда проверяли, меня проверяли. Но у меня-то как-то рука была такая рабочая, вот, и у меня не видно, потом там грязно и все это такое дело. Вот. А из нашей группы 2 человек арестовали. И их сразу направили на Норильск, это самое, штрафной лагерь. Штрафной лагерь, тюрьма. Тюрьма такая была, Колорагон был такой, тюрьма. Свобода, она манит и манила всегда. Она манила и в Норильске. Разные варианты готовились. Готовились варианты в Норильске на лыжах в зимнее время, во время пурги. Это самый простой вариант. Вот. Собирались продукты, вот, и уходили. Да. Но, как правило, они все кончались неудачно. Убивали всех, но мало что убивали. Убивали и трупы приносили к вахте. И когда на работу выводили колонны, бригады, так, чтобы они видели. 25 мая загудели гудки, и выскочил из мастерской, где я работал за станком, и, значит, ну, сразу я побежал к Кротовскому. Что случилось? В чем дело? Как это воспринимать? Что делать надо, так? Вот. А он сказал, что в 5-й зоне опять, значит, это было и предыдущие там дни, опять убийства. На работу мы завтра уже не выходим, забастовка. И мы требуем, чтобы приехала московская комиссия. Вахтеры, там, представители охраны, они просто и тоже все ушли за зону. И внутри у нас была своя охрана. Вот. Скажем, зоны были распределены между комитетами. Вот. У нас тоже был русский комитет, тоже у нас была выделена наша зона, своя. Во-первых, я был все время рядом с Кротовским. Ну, по-моему, это уже, я вам уже сказал, так?
и выполнил все то, что им было сказано. Вот. То же самое, что, ну, скажем, вот, было дано мне указание, что вот твоя территория, ее надо охранять. Назначай тех, кто будет это осуществлять, охранять и организовывать, и все. Вот, значит, мне приходилось это обеспечивать. Чтобы не было никаких поджогов, значит, вот, что-нибудь еще такого, то есть какой-то провокационных таких вот, ну, мероприятий, которые могут только, ну, обострить обстановку. И вот, чтобы за этим следить, была внутренняя охрана. Решили сами сделать оружие. А какое оружие? Финки, кинжалы, пики. А рукоятки были из пластика, цветного пластика. Ну, сотни таких изделий было сделано. Я это относил к Коротовскому. Уже комиссия приехала уже, притом она даже, по-моему, сначала была в 5-й зоне, вот, а потом только к нам пошла там через пару дней. Поэтому уже знали, и нужно было подготовить просто кино, сам материал, то есть все эти написанные черным по белому, все наши пожелания, требования. И когда полковник Кузнецов, когда ему передали эти материалы, все, вот там же было и в отношении номеров, вот, там было много пунктов. И питание, и вот эти почта, там и все такое дело было, вот, деньги, чтобы платили, и все. Вот. Этот же полковник Кузнецов сказал: меня лично прислал к вам Лаврентий Павлович Берия. Все мы вправе решить. Около Бахта за столом такой длинный стол был, покрыт красной скатертью, там с одной стороны сидели члены комиссии, а это все в основном генералы всякие. Вот. Я был метрах в 20 от этого места. Человек, не знаю, может быть 100, может быть больше этих заключенных, которые тоже были недалеко от этого стола, вот, от этой зоне, которые как-то сами по себе пришли. Ну, видимо, пришли, конечно, те, которые больше этим интересовались, знали, может быть, более смелые были или что. И одни из первых пунктов – снять номера. Они говорят: вот прямо сейчас можете снимать все номера. И тут вроде даже такой какой-то был восторг. Номера были некоторые на тряпичных тряпках просто пришиты. Их тут же стали снимать и выбрасывать под крики «Ура!». Вот. Решетки снимайте. Вас на ночь там закрывать там на замки не будут. Так? Вот. Да, рабочий день у вас уже будет нормальный. Письма писать можете сказать сколько угодно. От вас требуется только одно. Завтра вы должны выходить на свои рабочие места. Норильский комбинат стоит, заводы стоят, родники стоят. Вот. Единственное, что мы не можем сделать, это мы не имеем права вести пересмотр ваших дел. Это когда мы приедем в Москву, доложим Лаврентию Павловичу, и тогда вам ваши дела будут пересматривать. Это просто прямо чуть не как-то сказал, что это мы тоже считаем, что это так. Мы понимаем, что вы, значит, тут сидите и не знаете, за что вы осуждены, что это, ну, и как бы естественно. И поэтому можете быть уверенными, что это все вас еще ожидает. Такая мера. Вот. Воздушный комитет полностью их заверил, что завтра все выходят на работу. Вот. Но только одно условие должно быть соблюдено, что вот у нас там 100 человек,
куча наша стоит, так, а за столом у вас сидит 10 человек. Но чтобы к нашему Восточному комитету не было применено никаких не претензий, а как это называется, на какое-то насилие или там в таком духе. Так? Вот. Ну, тоже дали заверение, что нет, никто их не будет ничего, там ни в бур сажать, никуда ничего. Началось нормальное функционирование Норильского комбината. До нас уже тоже дошло сведения, что Лаврентий Павлович арестован. Пересмотр дела и все. Значит, это, естественно, все это повисло в воздухе. Ничего. И когда уже опять мы второй раз не вышли, значит, на рабочие места, то, ну, естественно, эта комиссия, она увидела, что у нее не получилось каким-то мирным путем спокойно все это сделать, осуществить. Они очень поторопились, видимо, наверное. Если бы там, есть там человека 5 или 6 там монет, что-то посадили там в буры, ну, думали, так что мы уже раз вышли на работу, все, успокоились, что вроде как что-то, значит, мы это еще, как говорится, ну, съедим. И до нас дошло опять такое сообщение, что готовится силовое воздействие. Оно началось с 5-й зоны опять. В 5-й зоне вот эти были, убили, скажем, тоже Болтушкина 25 числа. То опять началась 5-я зона, опять первая, которая, значит, вот, была подвергнута вот такому опять воздействию. В 5-ю зону ввели две пожарных машины со шлангами, все как положено, так, и вошла отряд, группа офицеров невооруженных, с палками вооруженные, так, с позором бежали из зоны. Потому что они думали, что, значит, если войдут в зону, значит, офицеры, там будут с палками, все, заключенные, значит, побегут скорее вон, скорее в тундру. То этого не получилось. Вот. А наоборот, на них там набросились, и все они уезжали из зоны. 1 июля в 5-ю зону уже ввели на вышках, были установлены дополнительные пулеметы. Пулеметы были установлены и в тундре против зоны. Вот. И в 5-ю зону вошли уже солдаты, автоматчики. И было требование по радио, все такое дело, что, значит, выходите из зоны, или, значит, мы применяем оружие. Никто не думал, что будут стрелять. Вот. Но автоматчики вошли в зону и остановились. Те, кто вышел из бараков, заключенные, так, тоже подошли чуть ли не вплотную, стоят и смотрят друг на друга. И тут раздался такой клич. Полковник спросил у автоматчиков: что вы медлите, мальчики? То есть команды стрелять не было, а просто было вот такой вопрос был к солдатам. И после этого начали раздаваться выстрелы. С вышек начали стрелять пулеметы, автоматчики тоже открыли огонь на поражение. Не все стреляли, значит, по цели.
по заключенным. Потому что там еще были портреты Ворошилова, еще кто-то, какой-то правительство были, да? И они потом это уже увидели, что были все изрешечены пулями. Значит, кто-то из солдат не стрелял в заключенных, а просто стрелял вверх, по крышам. 5-я зона, значит, там, считайте, 5000 человек было. Так? Значит, там вышло немного. Вот. Их всех начали тоже уже выгонять в тундру. А наша 4-я зона от 5-й, ну, наверное, километра, наверное, 2, может быть, там, или там 1,5 территориально находится. Поэтому мы все это слышали. Было принято решение забастовочного комитета. Если только и к нам придут, и нам будет предъявлен ультиматум, все выходим из зоны. Потому что ясно, видно, что уже никакого, значит, поблажки, никаких там уговоров, ничего не будет, а будет то же, что и в 5-й зоне. Было по радио требование всем выходить в тундру. Вот. Или открываем, значит, вот, огонь на поражение. Но потом, когда все вышли, тогда уже начали как-то сортировать наших заключенных. А сортировали кто? Те, кто из лагеря убегал. Вот. Они тут командовали, офицеры там тоже сидели за столами. Вот. Они, ну, мы подходили к столам, те, кто были уже зафиксированы, были уже замечены как активные участники восстания, уже, как говорится. Так. Вот. Значит, их там налево или направо. А это значило, или кого-то собирали, отправляли в бур, в тюрьму, вот, а кто-то еще подвергался такому, как говорится, молотобойству. То есть тех, кого еще били. Надзиратели там, или кто-то, бригадиры там, все, которые значит, ну, от злости от своей, они, значит, ну, калечили людей. И мне сказали в зону. Ну, и я пошел в зону. Ну, а, наверное, через какое-то там, ну, не знаю, небольшое время там, прошло минут 15, там, 20, может, полчаса, как не знаю, вдруг приходит нарядчик, мне хорошо знакомый нарядчик, говорит: Нетта, ты где? Я говорю: я здесь. Он говорит: слезай с нар. Ну, я слез с нар. Ну, и что дальше, какая команда будет? Пошли. Вот. И мы с ним уже почти подходим к вахте. Он мне говорит: Лев, а он болельщик «Спартака». Он знал, что это Игорь, это мой брат. Ну, это все уже знали. Вот. Он мне сказал: вот сейчас подойдем к вахте, ты перейдешь линию ворот, сразу, ничего не ожидая, увидишь, что там сидят совсем невдалеке, значит, ну, заключенные, так, под охраной автоматчиков. Моментально беги в ближайшую эту такую группу. Вот. И я так и сделал. Это, конечно, было неожиданно. Никто там больше так не выбегал. Я это самое смотрю, за мной погнались двое из этих, которые там, вот, молотобойцев, которые там и били, и все такое дело. И ну, полпути я уже пробежал. Меня этот самый автоматчик принял, вот, и поэтому меня никто не бил, и ничего такого со мной, значит, ну, какого-то физического воздействия для меня не получилось. Это было 2 числа, 2 июля. А забастовка закончилась 4 августа.
И последний расстрел был 4 августа. Вот каторжане, вот, они продолжали еще бастовать. Ну и, конечно, обязательно одной из самых активных, кто поддерживал нашу забастовку, это была, знаете кто, нет? Женщины. Они были самые такие верные, кто поддерживал эту забастовку. В женщин не стреляли. Их как бы миловали. Вот. Но их били топориками. Потому что эти солдаты, которые потом выгоняли все это самое, из зоны в тундру, вот, они были вооружены, ну, такие, как они называются, топорики такие легкие, пожарные, что-то такое инструмент. И вот их просто таки били куда попало.